Привет, меня зовут Пегги Кей. Добро пожаловать на передачу «Целебная кулинария» от Пегги Кей. Сегодня мы поговорим о грибах, от обычных шампиньонов до экзотических смесей. Я буду готовить блюдо с грибами. Бургер портабелло как сытное постное блюдо. Грибную смесь, украшающую закуску кростини с белыми бобами. Шашлычки из грибов шиитаке и овощей с гарниром из пюре из цветной капусты. И увенчаем все это фаршированными шампиньонами с пастой песто из грецких орехов. Сегодня мы готовим все из грибов в целебной кулинарии от Пегги Кей. Сегодня я готовлю блюда из всех видов грибов. Они известны своими целебными свойствами, и для меня гриб портабелло — это король всех грибов. Они сытные, вкусные, и из них получается полноценный бургер без мяса. Итак, я готовлю бургеры из грибов портабелло, и это потрясающие бургеры для красоты и здоровья. Так что, если вы хотите улучшить цвет лица, это бургер специально для вас. Итак, мы срезаем ножки с грибов, а шляпки будем готовить на гриле. Грибы портабелло невероятно полезны для здоровья. Вообще, все грибы очень способствуют укреплению иммунной системы. Они помогают предотвратить определенные заболевания, в частности рак. Но грибы портабелло особенно богаты такими микроэлементами, как цинк, медь и селен. И это лучшие микроэлементы для красоты. Итак, мы смазываем шляпки небольшим количеством оливкового масла экстра вирджин, которое также поддерживает вашу красоту. Если вы заметили, что цвет вашей кожи немного посерел, то, возможно, у вас в организме не хватает меди, а грибы портабелло крайне богаты медью. Итак, я просто оставлю их жариться на гриле и займусь соусом. Для соуса у меня есть миска греческого йогурта, и я добавлю сюда немного сыра фета. Это будет что-то вроде вегетарианского бургера, но с небольшим уклоном в греческие мотивы. Также добавим сюда немного чеснока. Чеснок обладает поразительными питательными свойствами: антибактериальными, антимикробными и противогрибковыми. Теперь порежем немного оливок. Поскольку это будет бургер красоты, я с удовольствием добавлю сюда оливок и оливковое масло экстра вирджин, так как они очень богаты витамином Е. А витамин Е очень полезен для увлажнения вашей кожи снаружи и внутри и придания ей здорового блеска. Если вы чувствуете, что цвет лица стал сероватым или нездоровым, и вы хотите добавить немного яркости вашей коже, вам необходимо добавить в рацион пищу, богатую цинком и медью. И эти грибы портабелло, они как раз очень богаты цинком. Теперь просто вмешиваем сюда оливки с чесноком и добавляем немного душицы для придания вкуса. Итак, просто приправим все это сушеной душицей и черным перцем. И вот он, соус, которым мы будем смазывать наши бургеры. Теперь я отложу соус в сторону и займусь жареными красными перцами. Итак, наш бургер. Для него уже готовятся грибы портабелло. У нас уже готов соус из сыра фета и черных оливок каламата. И сюда же мы добавим немного жареных красных перцев. Красные перцы невероятно богаты витамином С. Итак, я немного поджарила их и пока отложу. Позже я положу их поверх бургера. Перцы очень полезны для вашей иммунной системы, так же, как и грибы, которые помогают укрепить иммунитет, и витамин С также этому способствует. Поэтому, если вы постоянно находитесь в состоянии стресса, вам необходимо повысить количество потребления витамина С. И вот наши перчики готовы. Сейчас проверим грибы. Возможно, стоит их немного перевернуть. На другую сторону. Вот так. Теперь мы будем доделывать остальные украшения для блюда. Итак, у нас есть ростки, и эти ростки я просто выкладываю сюда, как мне нравится. Добавляем немного ростков на нижнюю часть нашего бургера, и бургер портабелло будет лежать прямо на них. Мы будем использовать это как основу для нашего бургера. Грибы портабелло также содержат белок. Тем, кому важен белок, надо знать, что в грибах есть белок. И в этом блюде вы получите достаточно белка. Итак, переходим к оставшейся части. Выжмем поверх немного лимонного сока, польем немного оливкового масла экстра вирджин и займемся приготовлением салата из ростков. Используем остатки душицы и перца. Сюда можно бросить щепотку морской соли. Вот так у нас получилась небольшая порция салата. Теперь приправим наш соус лимоном, просто выжмем его сюда. Итак, у нас здесь уже есть сыр фета, греческий йогурт, оливки каламата, душица, немного лимона, и наш бургер должен быть уже готов. Проверим, как он тут. О, это так вкусно! Выглядит очень аппетитно. Итак, здесь готово.
Выключаем плиту. Теперь выкладываем прямо наверх. Но кто будет скучать по обычному бургеру, когда у тебя есть замечательный бургер красоты Портабелла? Теперь берем наш соус, намазываем его поверх бургера, вот так. Вы только посмотрите, как аппетитно выглядит. Когда фета немного подтает на верхушке, вы почувствуете соленые оливки каламата. Далее я хочу положить сверху красные перчики. Сложим их прямо на верхушке, вот так. Возьму-ка я парочку ростков из нашего маленького салата и положу наверх для украшения. Я просто возьму руками и съем его. Так намного проще, чем мучиться с ножом и вилкой. Просто замечательно. Такой аромат? Вы можете почувствовать соленоватость оливок и сыра фета, мясистость грибов Портабелла, хрустящую капусту и жареные красные перчики. Это так вкусно и в то же время очень полезно для красоты. Сегодня мы говорим о моих любимых грибах. Я использую грибную смесь как топпинг для хлебцев крастини с густым соусом из белых бобов и листовой свеклой мангольд. Для крастини я использую хлеб из пророщенного зерна. Он называется зерновая буханка или зерновой хлеб. Если вы посмотрите на состав этого хлеба, то увидите, что туда входят в основном пророщенные зерна. Я часто использую зерновой хлеб. Этот батон имеет довольно липкую консистенцию, почти как кекс. Поэтому, если утром вы испытываете сильное желание съесть кекс, попробуйте этот хлеб. Возможно, вам очень понравится. Итак, я порежу несколько ломтиков зернового хлеба, вот так. Немного смажу обе стороны кокосовым маслом и запеку. Вот так. Белые продукты, такие как белый сахар, белый хлеб, сильно подавляют вашу иммунную систему. Но такие вещи, как зерновой хлеб или грибы, которые сегодня являются основной темой нашей программы, просто потрясающе, когда речь идет об укреплении иммунитета. В них содержится огромное количество компонентов, которые действительно поддерживают вашу иммунную систему, а также имеют противораковые свойства. Итак, я поставлю их в печь и немного запеку. Хорошо, пока хлеб запекается, мы займемся грибами. Здесь у меня подогревается масло, и я собираюсь закинуть сюда грибы. Итак, здесь у меня есть шампиньоны, которые мы закинем на сковородку. Также есть лисички, сморчки и белые грибы, которые я нарезала кубиками, а также немного устричных грибов. Итак, закидываем все это в кокосовое масло, подогреваем грибную смесь на кокосовом масле и добавляем немного свежего мелко порезанного чеснока. Оставляем готовиться. Пока грибы готовятся, я займусь листовой свеклой мангольд. Ее мы положим прямо на хлебцах крастини. Мангольд также очень способствует укреплению иммунитета. В ней содержится большое количество хлорофилла и магния, а также очень много питательных веществ. Закидываем все это в пароварку. Вот так. Вот так. Теперь займемся соусом из белых бобов. Итак, хлебцы крастини — это хлебцы, намазанные соусом из белых бобов, поверх которых кладется мангольд и наши грибы. Итак, для приготовления соуса я использую белые бобы, которые богаты клетчаткой и витамином В. Насыпаем их сюда. Добавляем немного оливкового масла экстра вирджин, вот так. И немного тмина. Тмин хорош для регулирования уровня сахара в крови. И еще добавим немного розмарина. Также добавлю маленький кусочек лимона. Выжмем его прямо сюда. Немного морской соли и немного трюфельного масла. Итак, мы используем грибы, потому что сегодня это блюдо дня. Мне очень нравится запах и аромат трюфельного масла. Его капелька придает незабываемый вкус всему блюду. Так что добавим его совсем немного. И теперь просто взбиваем эту смесь. Хорошо перемешаем, и вот наш соус готов. Теперь проверим наши грибы и посмотрим, как они там готовятся. Пахнет очень вкусно. Грибы являются одним из немногочисленных растительных блюд, содержащих витамин D. Витамин D очень важен, когда речь идет об укреплении вашей иммунной системы и предотвращении болезней. Витамин D практически настолько же, а может и более эффективен, чем прививка от гриппа. Поэтому для меня лучшая прививка — это грибы. Итак, мы просто тушим их.
Проверяем нашу зелень, она получилась мягкой и пропаренной. Выкладываем на тарелку. Я люблю зелень на пару, аж слюнки текут. Выключаем печь и проверяем наши хлебцы кростини, то есть наш запеченный зерновой хлеб. Он уже должен быть готов. Вот так. Мы готовим их до хрустящей коричневой корочки. Теперь вынимаем. Ой, как горячо! Пока оставим их остывать в сторонке. Теперь берем наш бобовый соус. Действительно пахнет трюфельным маслом. Очень вкусно пахнет. Знаете, когда в ресторане я чувствую аромат трюфельного масла или запах трюфелей или грибов, я сразу прошу принести мне это блюдо, даже не заглянув в меню. Я еще даже не знаю, что это, но уже хочу это заказать. Теперь мы отложим грибы в сторону и начнем готовить хлебцы кростини. Берем немного нашего густого соуса из белых бобов, намазываем его прямо поверх хлебцев и наверх кладем немного мангольда. Затем берем немного грибов и выкладываем их на тарелку. Вот так. Посмотрите, как потрясающе выглядит эта закуска. Эта маленькая вкуснятина не только укрепляет иммунитет, но также обладает всеми необходимыми противораковыми свойствами. С ней вы получите порцию витамина D, а выглядит она очень аппетитно. И сейчас я просто ее съем. Как хорошо получилось. Здесь чувствуется и хрустящий хлеб, и нежный кремовый соус из белых бобов, и легкий аромат трюфеля, и замечательный вкус грибов. Это так вкусно! Сегодня мы готовим блюдо из грибов. Наши шашлычки из грибов шиитаки и овощей поджарятся на гриле с минуты на минуту. Почистим немного пастернака, потому что мы будем готовить пюре из пастернака и цветной капусты, которые отлично сочетаются с шашлычками из грибов шиитаки. Отрежем немного здесь. Нам нужен небольшой кусочек пастернака и немного цветной капусты. Затем закладываем все это в пароварку и готовим на пару. Вот так. И пока они готовятся, я перейду к нашим шашлычкам. Здесь у меня несколько грибов шиитаки. Грибы шиитаки известны своими потрясающими свойствами для иммунитета, сердца и не только, а также помогают понизить холестерин и поддерживают сердце здоровым и сильным. Итак, мы просто нанизываем слоями. Возьмем немного красных перцев, немного желтых перцев, немного лука, и все это вместе будет прекрасно сочетаться. Насадим еще один сверху. Теперь приготовим немного маринада с маслом авокадо. Итак, берем масло авокадо, потому что будем готовить на высокой температуре. Оно хорошо выдерживает высокие температуры. И добавляем к нему укрепляющий иммунитет чеснок. Взобьем немного эту смесь, добавим щепотку морской соли, вот так, немного черного перца, и вот у нас получился маринад. Теперь немного смажем их поверх шашлыков, вот так, и выкладываем их на гриль. Вот так. Второй. Вот так. И еще один. Итак, оставляем их здесь. И пока наши шашлычки жарятся на гриле, мы продолжим работу с ингредиентами для пюре. Я люблю картофельное пюре, эта еда мне приятна, но знаете, иногда не хочется есть картошку, а хочется приготовить в качестве приятной еды немного цветной капусты на пару. Иногда даже в качестве перекуса днем. Если мне хочется чего-нибудь согревающего, я готовлю пюре из цветной капусты. Порежем немного зеленого лука, чтобы потом бросить его в пюре. Также размельчим чеснок. Чеснок обладает потрясающими укрепляющими иммунитет свойствами. Он эффективен против вирусов, бактерий и микробов. У него, как и у грибов, есть свойства, позволяющие бороться с раковыми заболеваниями. Они составляют идеальную мощную комбинацию для предупреждения рака и болезней сердца. Сейчас проверим наши грибы, посмотрим, как поживают наши маленькие шашлычки. Вы только посмотрите, они идеальны. Я только переверну их немного, вот так. Вкуснятина. Пока они заканчивают готовиться, я буду доделывать пюре. Итак, смотрится неплохо. Цветная капуста и пастернак выглядят мягкими и хорошо пропаренными. И сейчас мы их зачерпнем вот так.
Цветная капуста – это одно из самых низкокалорийных или даже бескалорийных блюд. В ней почти не содержится калорий, поэтому она идеальна, как заменитель картофеля, а кусочек пастернака придаст ей немного сладости и вкуса. Устанавливаем на место вот так. И теперь немного польем сюда оливкового масла экстра virgin. И еще на мой вкус надо добавить немного тмина. Итак, закидываем все это. И, конечно, не забываем про чеснок, наш измельченный чеснок. Получается как будто чесночное пюре. Хорошенько перемешиваем блендером. Вот так. Нам надо, чтобы получилась кремообразная смесь. Но вот этого, наверное, хватит. А теперь добавляем чуточку морской соли. А потом вмешиваем туда зеленый лук. Убираем лезвие. Немного перемешаем и получаем превосходное, красивое и вкуснейшее пюре из цветной капусты. Пахнет отлично. Пока что просто оставим его тут, отставим в сторонку и проверим наши шашлычки. Выглядят они очень-очень хорошо. Возьмем парочку, выложим их сюда. Вот так. Вот наше пюре. Берем наши шашлычки и кладем к пюре. Прямо сверху. Вот так. Ну разве не здорово выглядит? Все, ставим на стол. Пробуем. Я попробую вот этот. Это блюдо стимулирует иммунитет, помогает предотвратить рак и сердечно-сосудистые заболевания. И в то же время оно очень вкусное. Очень хорошо чувствуется вкус чеснока и тмина в пюре. И, конечно же, грибы. Какие же вкусные получились грибы! Сегодня наша передача посвящена грибам. И последним блюдом станет идеальная закуска из фаршированных шампиньонов. Сейчас мы приготовим маленькую закуску с шампиньонами, а начинкой будет капуста кале в соусе песто. Возьмем немного капусты кале и отправим ее в кухонный комбайн. Вот так. И вот так. Нам нужна только часть этой капусты. Мы туда добавим еще грецкий орех. Так, добавляем грецкий орех в капусту, чтобы было больше витамина Е, жирных кислот омега-3, и еще добавляем немного оливкового масла экстра virgin, немного морской соли и перца, и чуть-чуть лимона. Вот так. И вот получилась вкуснейшая капуста кале в соусе песто. Здорово еще и то, что такую капусту можно приготовить и хранить в холодильнике, а потом просто добавить ее к макаронам или положить на пиццу, и будет очень вкусно. А теперь хорошенько перемешаем блендером. Вот так. Вот и все. Все ингредиенты на месте. Теперь возьмем четверть стакана приготовленной капусты кале и переложим в эту чашу. А потом смешаем с козьим сыром, чтобы получилась начинка. Возьмем еще чуть-чуть, берем козий сыр. Так наша смесь станет более кремообразной. Грибы еще хороши тем, что содержат невероятно много противораковых и лекарственных соединений. Так что они помогают предотвратить любые болезни, любые вирусы и патогены, попадающие в организм. Эти лекарственные соединения, как ваша внутренняя армия, ваша система защиты, которая спасает от всего, что может повредить вам. Итак, здесь у нас козий сыр, добавим в него еще красного перца. Хорошенько разомнем смесь руками. Вытаскиваем сердцевину и маленькие стебельки. Вот так. А ведь шампиньоны тоже обладают лекарственными свойствами, помогающими предотвратить сердечные заболевания. Так что они не только борются с раком. А некоторые исследования показывают, что у раковых пациентов в ремиссии они помогают предотвратить рецидив заболевания, потому что замедляют и предотвращают рост опухолей. Так что они действительно классные. Они не только обладают противораковыми свойствами, но и являются отличной профилактикой для тех, кому уже случилось столкнуться с раком. Так что грибы — это здорово, да еще и так вкусно. Вот так заканчиваем фаршировку. И вот. Готово. А еще мне нравится добавлять в конце красный перец.
Вот так. Потому что в красном перце очень много витамина С, что очень полезно для иммунитета. Теперь мы берем эти грибы и ставим в духовку минут на 15. Но там уже есть грибы, которые я ранее поставила готовиться, так что их я достаю. О, как пахнет козьим сыром и грибами. Так вкусно. Поставим их сюда. Получилась превосходная закуска. Положим на тарелку. И теперь можно попробовать. Как вкусно. Получилась отличная закуска, обладающая удивительными питательными свойствами. Я Пегги Кей. Надеюсь, теперь грибы попадут в ваш список покупок и позволят вам приготовить что-нибудь по этим целебным рецептам. Спасибо, что были со мной. До новых рецептов в лечебной кулинарии.